Добрый вечер, здравствуйте. В эфире программа «Специальный гость». Сегодня мы выходим в прямом эфире. Мы выходим в прямом эфире в связи с событиями в Нагорном Карабахе. Буквально неделю назад мы записали программу с российским бизнесменом Рубеном Варданяном. И в связи с теми событиями, которые впоследствии произошли в Нагорном Карабахе, мы решили выйти в прямой эфир и поговорить с Рубеном в прямом эфире. Рубен, добрый вечер, спасибо, что согласился и решил к нам прийти во второй раз. Добрый вечер, Тина, да. Обстоятельства, мне кажется, делают ситуацию правильной для нас всех. Рубен, большое тебе спасибо за то, что когда мы готовились к интервью, я тебе позвонила, ты мне сказал, что я могу себе позволить сегодня с тобой говорить как журналист, не как товарищ, не как друг, и задавать тебе достаточно сложные вопросы, на которые ты проявил мужество и уже частично ответил, но готов проявить мужество и ответить еще раз. Не вопрос, Тина. Мы, мне кажется, находимся в таком моменте развития всего того, что происходит и в России, и в Армении, и в Азербайджане, и в мире в целом, что надо говорить, мне кажется, очень прямо, четко и открыто. Давай начнем с того, что произошло в ночь на вторник. В ночь на вторник стало известно о подписании соглашения о урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. Скажи, как ты считаешь, для Армении это поражение? Вопрос, мне кажется, не очень имеет однозначный ответ, потому что это перемирие, которое для меня было очень важным. Ты знаешь, с первого дня я говорил, что через войну вопрос решить не удастся никому. И приостановка военных действий, и приостановка этой трагедии, которая не до конца здесь, в Москве, например, даже понятно, гибели тысячи ребят с обеих сторон, огромное количество беженцев, я считаю, это очень важно, что произошло. На каких условиях, какой статус у этого всего, это уже отдельная тема большого разговора, потому что, в принципе, такой же был статус в 1994 году, когда приостановили войну. К сожалению, война, она задает очень много горя, но без полнейшей капитуляции, там, полного подписания соглашения, которое было, например, вот в 1945 году в Германии, это невозможно привести к миру. Поэтому сейчас это просто приостановка конфликта на активной стадии. И я надеюсь, что все-таки будут найдены механизмы, которые позволят снова войну не начинать. Давай так, я сейчас не буду переходить к тем настроениям, которые сейчас наблюдаются в Армении, в частности, и в Ереване том же, потому что про это пишут все средства массовой информации. Я задам тебе более конкретный вопрос. Все равно территория поделена на армян и азербайджанцев. И что меня больше всего волнует, возможно ли на данный момент, благодаря этому соглашению, на этой территориальной единице мирное сосуществование армян и азербайджанцев? Возможно ли этнические чистки, стоит ли их бояться? И надо ли просто, условно говоря, тем же миротворцам к этому готовиться, чтобы противостоять, возможно, таким инцидентам? Накоплено много негатива, накоплено много боли и горя. Есть действительно, к сожалению, много плохого из прошлого, которое есть в этом регионе. И здесь этот риск того, что вот это прошлое нас раздавит и не даст нам возможности жить совместно, действительно очень большой. С другой стороны, Тина, вот это перемирие, которое вот сейчас оно такое хрупкое и шаткое, которое сейчас вызывает много вопросов, тем не менее дает шанс, что обе стороны должны понять, что надо садиться и думать о том, как это будет дальше выстраиваться. С этой точки зрения этническая чистка и полностью освобождение территории от армян невозможно благодаря российским миротворцам. И я хочу сказать, это было большое дело, и это очень серьезное изменение ситуации, потому что до этого конфликт был между армянами, проживающими на территории Арцаха, и азербайджанским государством, с поддержкой армянской стороны, этих вот армян, проживающих на территории. Сейчас между этими противоборствующими сторонами стали российские миротворцы, и это большое изменение. Это буфер, я согласна. И этот буфер, это первый шаг этого буфера, потому что дальше возникает много вопросов, как сделать так,
чтобы этот буфер был не просто военные люди стояли бы и... Чтобы он был институциализирован, потому что возникает много вопросов. Первое. Не грозит ли в ближайшее время Нагорному Карабаху гуманитарная катастрофа? Второе. Близится зима. У меня возникают вопросы. В Нагорном Карабахе какие будут законы? Кто будет обеспечивать работу школ? Кто будет обеспечивать работу больниц? Элементарно. В Нагорном Карабахе есть милиция. Вот эта милиция сегодня, она кому подчиняется, Рубен? Ну, ты задаешь великолепные вопросы, которые, я думаю, должны были уже возникнуть у всех тех, кто участвует в этом процессе, потому что, не отвечая на эти вопросы, мы действительно имеем шанс получить серьезнейшую проблему гуманитарную, человеческую и инфраструктурную. С этой точки зрения я надеюсь, что рабочая группа будет создана или уже была создана, которая должна быстро на эти вопросы ответить. В первую очередь с точки зрения того, чтобы обеспечить людям элементарно нормальную жизнь, потому что действительно нету газа, воды, света. Я хочу сказать, что если... Кто это сейчас все гарантирует в Нагорном Карабахе? Ну, я понимаю, что на этом этапе это в первую очередь российские миротворцы обеспечивают том, что там будет мирная жизнь, и руководство республики бывшее, оно на самом деле несет ответственность тем, чтобы обеспечить и создать все механизмы, которые позволят людям, даже проживающим на территории, оставшись после вот этого перемирия под контролем армянской стороны, наладить нормальный быт. И в этом смысле я думаю, что... Оно справится? Я не могу тебя не спросить, потому что миротворцы оказывают гуманитарную помощь. Мы это всегда видим в разных зонах военных конфликтов, когда приезжают миротворцы, привозят гуманитарную помощь. Но работа больниц, работа школ, работа всех механизмов, которые позволяют вообще существовать региону как инфраструктуре, она кем-то должна координироваться. Кто координирует эту работу? Это вопрос к миротворцам. Я надеюсь, что... То есть азербайджанцы и армяне не способны сами договориться? Я надеюсь, что и армяне, и азербайджанцы, благодаря в том числе присутствию российских миротворцев, будут эти вопросы обсуждать и находить решения. Более того, я считаю, что все разумные люди должны помочь преодолеть эту зиму, этот процесс сделать максимально человеческим, гуманным, потому что все-таки мы говорим про человеческие жизни, мы говорим про не абстрактные какие-то территории, там живут люди, женщины, дети в возрасте, молодые, и им обеспечить нормальный кров. Я хочу сказать, что у нас будут беженцы теперь несколько категорий. Например, беженцы из Гадрутского района, которые сейчас, получается, должны будут вынуждены переселиться из Гадрутского района в ту зону, где находится армянская, да, там часть остается пока под контролем миротворцев, армяне, проживающие рядом со Степанакертом и в округе. И с этой точки зрения у нас появляются беженцы из Гадруда, беженцы из Армении должны вернуться, а есть беженцы, которые азербайджанские, должны вернуться в Шишу. То есть это очень сложный процесс, и действительно, например, есть много вопросов. Нуждающиеся в координации, я правильно тебя понимаю? Координации, управление, главное, доброй воли, что все-таки в конечном итоге, если мы говорим, что это конфликт такой глубинный, все-таки не про землю, а то, что там жили бы люди, и мы говорим не про этническую чистку, а то, что будут найдены механизмы взаимного сосуществования, то, конечно, это очень сложный процесс, который должен, и, на мой взгляд, единственный, кто может это управлять, это будет российский миротворец. Ты сказал, что это конфликт не за землю, а какой-то еще конфликт? Ну, на мой взгляд, в этом конфликте есть очень глубинное, в том числе, экзистенциальное такое отношение к тому, что это родина предков. Я, например, вот моя бабушка оттуда, из Гадрутского района, и там похоронены были предки в 8-м поколении, да, проживающие в этой деревне. И когда в 90-м году операция «Кольцо» была осуществлена, и эту деревню полностью снесли под ноль, это вопрос не в том, что были уничтожены там дома, а была попытка уничтожить память. Поэтому один из вопросов, например, очень серьезный стоит. Как сохранить культурное наследие, которое там есть, оно очень богатое, разнообразное и в основном христианское. То есть это часть генетического кода армян? Да, и в этом смысле вопрос, который стоит в том числе перед российскими миротворцами, как сделать так, чтобы не просто там люди могли бы как-то существовать. А как сохранить армянскую нацию? Как сохранить, да, конечно, этнос, который проживал на этой земле, который имеет там большие исторические корни, и который при этом
проживал вместе со своими соседями, которые были другой национальности, другого вероисповедания, и это все было смешано, действительно. Ты сказал, что ты в Арцахе впервые почувствовал свои армянские корни. Не в Ереване, где ты родился, а именно в Арцахе. То есть настолько вот земля Арцаха является для армян самоопределяющей? Ну, это для меня лично такая была ситуация. В этом смысле, я думаю, что у разных армян, например, западных армян, проживавших на территории Западной Армении, может быть, другая какая-то точка. Там есть, например, город Карс, Ван, или Эрзрум, где армяне проживали тоже тысячелетиями и потом были вынуждены покинуть. Но для меня, как человек, который действительно приехал в Арцах уже в начале 2000 года, это было очень такое важное личностное событие, которое действительно много перевернуло во мне. И в этом смысле это был вопрос не в красоте природы, не там, в том, какие там храмы или какие люди, а в целом ощущение того, что ты понял, что вот это та точка, где ты себя ощущаешь вот, настоящим. То есть если у армян отнять Арцах, армяне перестанут быть армянами? Нет, я убежден, что для любого армянина сохранение своего армянства определяется не только тем, где ты живешь, но как ты себя сама идентифицируешь и как ты к себе самому относишься, но то, что Арцах является одной из опорных точек восприятия армянского мира и ощущения себя армянином, конечно. Поэтому эта ситуация действительно, она выходит за рамки просто территориального конфликта. Это действительно более сложный и многовекторный конфликт. Ну хорошо, скажи мне тогда такую вещь. Вот раз уж мы говорим об этом многовекторном конфликте, он начался не вчера. То есть он, скажем так, он многовековой. И у меня возникает в связи с этим вопрос. Скажи, пожалуйста, почему на этот раз стала возможна эта война? И как ты считаешь, есть ли у этой войны другие бенефициары, кроме Азербайджана? Я не хотел бы сейчас вдаваться в какие-то исторические экскурсы того, что происходило. Война начинается тогда, когда или у тебя некуда отступать, и ты должен защищаться, или когда у одной из сторон возникает ощущение, что у него есть что она может победить в этом конфликте? Преимущество или военное стратегическое преимущество. Да, и, в общем-то, надо сказать, что накопленные ресурсы и резервы Азербайджана за последние там, 25 лет, такое ощущение возникло, и в этом смысле действия, которые произошли в этом году, просто это продолжение того процесса, который начался там достаточно давно. Накопленный ресурс, то есть ты имеешь в виду, что Азербайджан готовился к этой войне? Ну, однозначно, с точки зрения закупок, с точки зрения подготовки армии, с точки зрения взаимодействия, например, с тем же турецким своим партнером. Я хочу напомнить, что военные учения проходили все лето между Турцией и Азербайджаном именно с проработкой этого военного конфликта. Так что в этом смысле... Турция в этот раз принимает гораздо более активное участие в этом конфликте? Но мы видим по всем действиям, в том числе действиям уже после подписания соглашение, что Турция очень активно заявляет о том, что она является участником этого процесса на всех этапах. И, в общем-то, риторика Эрдогана была достаточно неожиданной для многих, потому что он был очень открыто и даже, скажем так, без церемон иногда опережал заявление Алиева по вопросам Карабаха. Зачем это Турция? Объясни, Рубен. Ведь Турция все-таки на протяжении долгих лет в той или иной степени, даже несмотря на все конфликты, пыталась и пытается выстраивать отношения с Россией. Ну, такие геополитические вопросы, Тина, давай я попытаюсь ответить на него коротко. У России и у Турции здесь интересы не совпадают. У России имеет стратегические взгляды на Южный Кавказ, точно так же, как Турция всегда имела свои стратегические притязания на эту территорию, точно так же, как имела в свое время и персидская, иранская. Я поняла тебя, то есть это просто разный взгляд, как бы, да, там, на собственные интересы. Да, и желание в этом процессе участвовать или не участвовать. Например, мы видим, что Иран не участвовал в этом процессе, и он пытался, насколько возможно, помочь мирному решению, как он мог, но при этом не активно. Я поняла, да. Скажи тогда следующую вещь. Смотри, ты был в Степанакерте.
Ты видел все своими глазами. Насколько люди были напуганы? Вот что там происходило? Как вели себя армянские солдаты? И то, что в соцсетях в огромном количестве видели мы все за последнее время, вот эти парнишки, которые никогда не видели войны, которые снаряжались и уезжали на фронт, это все правда? То есть абсолютно не готовые к войне мирные граждане, армяне по зову крови ехали в Степанакерт воевать? Знаешь, Тина, ты задаешь очень такой для меня личностный, эмоциональный вопрос, потому что я был там 4 раза. Один раз я там был со своим старшим сыном, и за это время конфликта. Первый раз я там оказался 27 числа, так случайно совпало, что я прилетел из Москвы, и рано утром как раз приехал к началу боевых действий, границы с Нагорно-Карабахской республики. Поражало и поражает меня, и вещь, которую я, должен сказать, в Карабахе ты ощущаешь намного сильнее, чем где-либо, это вот такая вот без большого пафоса, без каких-то кавказских тостов, вот такая настоящесть, да, и вот эти ребята, которые там, и не только ребята, я должен сказать, и женщины, и дети, многие, которых мы видели, не только из Карабаха, приезжавших армян из Армении, это люди, которые, может быть, не очень каким-то образом могут красиво выразить свои мысли, они просто они настоящие. И вот эта настоящесть, мне кажется, является сущностной вот основой карабахцев. И когда ты приезжаешь, вот я приехал до 27-го, была беспокойность, было ощущение, ну, конечно, любая война — это трагедия, и было ощущение и того, что разрушается то, что строилось. Я хочу сказать, что не все знают, но это действительно был восстановленный регион, фантастически красивый, чистый, ухоженный, и он сильно отличался от Армении с точки зрения даже образа жизни и поведения, и взаимоотношений. Ну и когда ты видишь, как у тебя на глазах разрушается регион, который является для тебя, ну, отчасти как бы частью тебя, вот ты бы мог взять оружие и с оружием в руках защищать этот регион? У тебя были такие мысли в Степанакерте? Я считаю, что любой человек, если он для себя ответил на вопрос, что для него Родина, должен быть готов к тому, что если ты любишь Родину, ты за нее готов отдать жизнь. И, как я сказал, туда прилетел мой, например, старший сын, который, в общем-то... У вас был разговор о том, что, возможно, он захочет воевать? У нас был разговор о том, что он должен будет делать то, что нужно для Арцаха. И в этом смысле не всегда стрелять из автомата является самым правильным. Оно может быть самым простое решение, потому что оно именно сегодня и сейчас нужно, но оно было важным, что все, что нужно сделать для того, чтобы Арцах продолжил свое существование, чтобы в Арцахе продолжалась бы жизнь, и в Арцахе продолжали бы жить армяне, однозначно и я, и там, моя семья, да, абсолютно были готовы к этому, и готовы сейчас. И более того, я хочу сказать, и мы прекрасно понимаем, что это перемирие как раз позволяет дальше нам включиться, еще больше быть полезными тому, чтобы сделать так, чтобы вот это там не было гуманитарной катастрофы, чтобы не было бы этнической чистки, чтобы была бы возможность продолжить жить людям там на своей земле. И эта задача, в том числе, там, например, моя, более, мне кажется, правильная, чем просто с автоматом в руках идти и стрелять. В этом важно, что война — это не только первая линия. Война — это еще и инфраструктура, тыл, мобилизационные. Это надолго всегда, Рубен. Это надолго, но это вопрос, поэтому я еще раз говорю, ты знаешь, с первого дня, когда моего обращения было к руководителю нашей страны. А вот вопрос, кстати, оно в Степанакерте родилось? Оно родилось... Где эта идея вообще появилась? Оно родилось после похорон моего друга, который я проводил в последний путь и понимал... В Степанакерте? Нет, это я приехал из Степанакерта, и как раз похороны были в Ереване, запись была в Ереване, и это была реакция на то, что происходило. А друг умер? Ну, давайте, Тина, это оставим. Это связано как-то с войной? Да. И в этом смысле для меня это обращение было о том, что это путь никуда, потому что чем больше будет погибших с двух сторон, чем больше будет разрушений, тем сложнее потом надо восстанавливаться. Тина, нам надо всем понять, ты из Грузии, где тоже прошла война, где тоже погибло много людей между там, абхазами, осетинами, грузинами. И эти травмы, они очень трудно и долго потом рубцуются, эти рубцы остаются. И надо понимать, что
вот мое обращение было о том, что, ребят, это тупик, нам надо находить решение, потому что все равно вместе жить, все равно какой-то механизм должен быть. Все равно без России эту проблему не решить. Ну, Россия в данной ситуации заинтересована, чтобы на юге, на Южном Кавказе был мир. Я должен сказать, в России... А ты с кем-то советовался? Вот когда Нет. ты решил... Ты серьезно ни с кем не советовался? Я вообще ни с кем не советовался. Кто тебя снимал? То есть был человек, который тебя снимал, и ты? Да, да, это была импровизация, это был экспромт, это был очень эмоциональный момент. Я должен сказать, что это была запись, была сделана абсолютно вот в режиме того, что я посчитал для себя важным это сделать с точки зрения своего собственного уважения. То есть твои друзья, знакомые, товарищи увидели уже тебя в этом обращении в Фейсбуке? Да. Даже моя жена, к сожалению, она имела право на это право обидеться. Она узнала о том, что я это сделал уже только когда это вышло. Потому что я посчитал важным, Тина, чтобы это обращение было именно персонально-личностным, и оно было бы не о том, что кто-то должен что-то там, кого-то послать, а надо остановить войну. И основной посыл был о том, что мы все ответственны за то, чтобы не было войны. Точно так же, как мы сейчас все ответственны, и в том числе у России сейчас большая ответственность с точки зрения того, что в регионе восстановить какой-то взаимодействие. А сейчас вот объясни мне про это подробнее. Что должна делать Россия вот сейчас в этом регионе? Как она себя дальше должна вести? Или, например, есть вариант, она остановила конфликт и больше может ни во что не вмешиваться. Или наоборот, она является гарантом урегулирования этого конфликта, потому что как только Россия выйдет из зоны боевых действий, конфликт обратно возобновится. Но если мы говорим о серьезных шагах, то просто остановить войну — это маленький первый шаг. Это очень маленький первый шаг, очень важный, он критический. Это просто перемирие? Это, во-первых, просто перемирие. Во-вторых, там очень много вопросов, которые ты частично подняла по поводу, например, жизни, но кроме перемирия, кроме разделения линии соприкосновения, есть масса вопросов. Условно говоря, как дальше будут взаимоотношения между двумя республиками? Какие будут торгово-экономические связи? Будут ли они вообще? Разблокирование дорог. Означает ли это, что открываются возможности на транспортировку грузов из России через Азербайджан в Армению? Означает ли это, что возможно какие-то другие процессы, которые приведут к тому, что взаимодействие начнется восстанавливаться по каким-то направлениям культурным или социальным, или нет? И в этом смысле перед Россией сейчас стоит очень серьезный вызов не потерять то преимущество, которое оно получило в том формате, вот придя в этот регион, что кроме военного придется делать социальное, культурное, экономическое, комплексный такой подход, я бы сказал, для того, чтобы действительно избежать новой войны. Потому что если мы не хотим, чтобы война повторилась бы, нам надо делать не просто мирную... Должен быть план восстановления, правильно? И вот если это так, вот объясни мне, смотри, то есть должен ли быть план восстановления Карабаха? Тогда, если это Россия, как ты говоришь, то кто с российской стороны должен координировать эту повестку? И, например, ни для кого не секрет, что у того же премьер-министра Российской Федерации есть армянские корни. Возможен ли так называемый, например, план Мишустина? Ну, я думаю, здесь некорректно вспоминать его корни, потому что как премьер-министр России он в первую очередь смотрит интересы России. И с точки зрения интересов России важно, чтобы в Южном Кавказе был мир. Ну так здесь, получается, все совпало, поэтому план Мишустина может работать, если он будет. Мне нравится, в общем, авторство тебе. Давай, мне нравится, как был план Маршалла, план МакАртура, будет план Мишустина. Главное, чтобы этот план был именно действительно планом комплексным, системным, и этот план... На сколько лет? Ну, я думаю, мы говорим о горизонте 20-30 лет, не меньше. Потому что мы говорим о плане, который должен быть именно системным, и он должен быть очень взвешенным, и он должен быть действительно и вопрос по поводу Нагорного Карабаха и этого территории. Потому что сейчас, например, вопрос, какой статус у этого там анклава или не анклава с допуском к Армении, как он будет решаться экономически, один вопрос. Вопрос восстановления региона в целом, послевоенных, на самом деле. Вопрос восстановления этих связей между Арменией и Азербайджаном, тоже очень интересный вопрос. Вопрос в связи с открытием вот этой возможности всего региона, в том числе и для Грузии интересно, потому что мы возвращаемся к концепции Закавказья, и вопрос для России, мне кажется, принципиально важно не просто там военное присутствие, а именно создание
некоторого экономического, социального пространства, которое могло бы между собой взаимодействовать. Очень хорошее замечание. У меня сразу возникает вопрос. Так как ты сказала о горизонте 20-30 лет, то, соответственно, вопрос, как бы, да, там, кто эти инвесторы, к чему им готовиться, и готов ли ты координировать работу этих инвесторов? Потому что то, о чем ты говоришь, это большой инвестплан. И мне кажется, для того, чтобы вообще он состоялся, надо понять, кто будет координировать его. Я не думаю, что здесь роль личности играет. Здесь вопрос самой модели. Мы говорим о том, что, Тина, кроме роли и места отдельного государства, мы живем в 21 веке, где очень большую роль играет и другие институты, и в том числе и сообщества. И диаспоры, мы видели, насколько диаспоры играют большую роль не только в армянском мире, но и в другие. Сейчас очень многие народы получили вот эти новые механизмы. Поэтому взаимодействие, в том числе с диаспорами, старыми, новыми. И в этом смысле, я думаю... Ты считаешь, что диаспоре может быть интересно это как инвестплан, и она может финансировать восстановление Нагорного Карабаха? Я думаю, что у диаспоры нет шансов. Диаспора должна для себя тоже осознать, что просто модель благотворительности и помощи не работает больше. И модель взаимоотношения с своей исторической родиной, когда ты просто приезжаешь, радуешься красоте природы, идешь на могилы своих предков и там оказываешь какую-то благотворительность, больше не будет работать. И в этом смысле для, например, армянской диаспоры, сейчас я хочу про свою часть, очень важно выстраивание партнерских отношений с властью в Карабахе, с властью в Армении, с тем, чтобы это было не просто совет или помощь, а это были бы именно взаимоотношения двух партнеров, которые вместе должны решать очень непростую задачу. Ну подожди, вот ты как в любом случае инвестбанкир, человек, который много лет занимался финансами, ты точно понимаешь, о каких суммах идет речь. Вот просто обозначь хотя бы порядок цифр. 20-30 лет это как бы, да, там огромные инвестиции. Речь о каких суммах идет, Рубен? Ну, мы говорим про цифры, это десятки миллиардов долларов, которые должны быть, причем умными, не просто привлечены деньги, а просто они должны быть получены, они еще должны быть потрачены умно и для развития Армении, и для развития региона, который вот на сегодняшний день находится в таком... То есть кто-то же должен быть гарантом на той стороне, кто принимает эти деньги, и кто гарантирует, что эти деньги будут потрачены полностью на восстановление? Я должен сказать, вопрос не гарант, вопрос действительно к той команде, которая это будет делать, должно быть большое доверие. Это очень большие цифры, которые не существуют на сегодняшний день, как минимум в армянском пространстве внутреннем. И такой транш может дать только реально диаспора. Нет, это кто еще? Я должен сказать, как бы вот если использовать твою уже формулу плана Мишустина, это вопрос стратегического взгляда на развитие региона, потому что мы говорим про большие инфраструктурные проекты, которые должны... То есть Россия тоже может это дать? Я должен сказать, я глубоко убежден, что и Россия как главный интересант всего процесса, и, например, страны, входящие в Минскую группу, если мы говорим все-таки еще о том, чтобы все-таки не сделать замороженный конфликт, а решать проблему, то без вот такого серьезного экономического плана, социального плана. Это всегда будет замороженным конфликтом. Тогда вопрос. Нет, если его не реализовать, будет всегда так. Всегда, то есть если его реализовать, то есть шансы, что, несмотря на все сложности... Кто реализует, кто лидер этого проекта? Потому что, согласись, если я не буду сейчас привязываться к именам, просто знаем ли мы этого человека, должен ли быть этот человек со стороны Армении, должен ли это быть человек, который, будучи армянином, живет и работает на территории России, может быть, кто-то это из представителей сегодняшнего правительства. Просто вот можно, знаешь, как говорят в бизнесе, просто профиль этого человека можешь обрисовать? Это кто? Кому доверят миллиарды? Россия и диаспора. Если мы говорим про армянскую часть, то это должен быть точно человек, который пользуется уважением и доверием в России. Это тот, кто возглавляет план, правильно? Я не говорю, что он должен быть один человек, который возглавляет план, потому что это будет все равно коллективное решение, коллективное действие нескольких стейкхолдеров, но в любом случае без участия России системного, и в том числе о том, что мы говорим, потому что миротворцы, потому что есть стратегические интересы. Спецпредставитель России, Рубен, вот кто это? Не знаю, ты задаешь вопрос, на который я сейчас не имею ответа, как называется должность и какой-то. Я говорю о том, что модель должна быть следующая. Это должна быть команда, которая действительно имеет пользу доверием в Армении, пользу доверием в Арцахе, пользу доверием в России. Это должна быть команда людей, которые сможет привлечь не только деньги российского правительства или диаспоры, но и международные деньги. Это должна быть команда, которая
сможет реально убедить, что эти деньги будут правильно инвестированы, правильно вложены в то, что необходимо воссоздать. И в этом смысле это такой серьезный вызов, который не так просто будет сделать никому, неважно, какая у этого человека фамилия. Да нет, почему? Ты рассказываешь, я тебя слушаю, и это абсолютно ты. Нет, это вопрос не персонали личной Рубен Варданян или нет, это вопрос в том, что это должно быть осознанно принято. Ты знаешь таких людей? Я знаю людей, которые тоже пользуются доверием. И вопрос еще раз в том, чтобы этот мандат должен прийти сразу от нескольких стейкхолдеров. И от, в первую очередь, армянского народа, и от элиты, и от диаспоры, и от российского руководства. То есть в этом смысле любой, кто придет, должен получить сразу... Но тогда два вопроса очевидных, Рубен. Если этот мандат придет к тебе, как ты себя поведешь, и кого бы ты, например, рекомендовал? Ты же всех знаешь. Здесь же нет... Этого не может же быть какого-то человека, которого ты не знаешь. Кто этот человек, который по-твоему, заслуживает этот мандат? Кира, у нас сейчас прямой эфир, у нас сейчас в Армении очень тяжелая политическая ситуация, у нас сейчас фаза такого отрицания того, что произошло, внутреннего, психологического, эмоционального у большей части народа. Я не думаю, что обсуждение сейчас конкретных фамилий, конкретных действий того или иного человека будет иметь позитивную реакцию, потому что мы должны пройти осознание некоторых этапов. Главная модель, что и для Армении в первую очередь, вообще для Арцаха, и для людей, живущих в Арцахе, и для Армении, и для Азербайджана, и для России создание долгосрочных механизмов, меняющих вот эту всю ситуацию, является важнейшим элементом стабильности региона. Без стабильности региона, без создания механизмов, которые гуманитарно будут решать гуманитарные проблемы, вызовы. Сейчас будет стоять, посмотрите, какое количество людей погибло, какое количество беженцев, какое количество у нас будет поствоенного синдрома ребят, которые прошли войну, вернулись обратно. Мне кажется, сейчас мы говорим, у нас разговор же в прямом эфире открыто, сейчас самое главное, вот пока успокоить эмоции, привести людей в состояние, что ничего не закончилось, это нулевая точка, мы движемся только дальше, будет в сторону улучшения, и это не конец, а это продолжение очень длинного процесса, и в этом длинном процессе нам надо обязательно уйти от модели, а давайте сейчас снова вернемся в войну, и мы сейчас придем и снова будем воевать, или модель, а что надо сделать, чтобы эта война не повторилась, как сделать так, чтобы не потерять, например, сейчас культурное наследие в Арцахе, чтобы оно снова не восстанавливалось. Как сделать так, чтобы люди из Арцаха не уехали, а вернулись бы и там жили бы. Как сделать так, чтобы азербайджанцы, вернувшиеся в те места, где они проживали, нашли бы механизм взаимодействия. Потому что если мы это будем оставлять на потом, нас все взорвется. Поэтому, мне кажется, твоя настойчивость по поводу фамилии в том, не имеет смысла сейчас, потому что это вопрос не в том, что там кто-то конкретно возьмет, а в том, чтобы эта модель была бы принята обеим сторонам. Потому что сейчас эйфория, победили, проиграли, это не об этом, ребят. Нам надо всем понять, вот в этом регионе, где есть тысячелетняя история всех совместного проживания, к сожалению, всегда много есть накопленных обид, проблем, смертей. Давайте понимать, что это единственный вариант, чтобы это бы снова не повторялось, и каждый становился жестче и жестче, надо находить другие методы и другие механизмы взаимодействия, иногда очень болезненны для двух сторон, для трех сторон. И в этом смысле роль России, как некоторые смотрящие над... Почему проблема с Турцией? Турция говорит, ребят, вы представляете Армению, а мы представляем Азербайджан. И тогда это опять противостояние. Роль России как посредника, как некоторого над схваткой стоящего намного лучше, потому что она позволяет вот эту ситуацию сделать все-таки более решаемым, чем когда это будет там 1 на 1 или 2 на 2. Это уже опять стенка на стенку. Сегодня министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что статус Нагорного Карабаха может быть определен после того, как будут понятны права всех категорий населения. Отсюда вопрос, какой, по твоему мнению, должен быть статус у Нагорного Карабаха для того, чтобы, вот, как ты, собственно, говоришь, сработал план восстановления? Ну, это вопрос к дипломатам, политикам, юристам, но в любом случае, вот сказать, что а теперь этого ничего нету, и это сейчас просто территория Азербайджана, невозможно, потому что это означает снова загонять ситуацию в конфликт. То есть надо как-то сформулировать специальный статус? Специальный статус, который должен быть определен, в том числе, я считаю,
под руководством России участием Минской группы в целом, потому что, еще раз, этот процесс не завершен. Я еще раз хочу всем нам напомнить, это не завершение истории, это просто перемирие. Если мы не хотим, чтобы она повторилась бы, военный Ну, то я акт. думаю, каждое утро просыпаешься и думаешь, что вот как бы прошел день, перемирие продолжается, и слава богу. Наверное, так? Ну, я думаю, что все нормальные люди так думают. Вопрос в другом. А что будет дальше? Очень важно, и мне кажется, это вопрос ответственности элиты перед своим народом, что ты думаешь не только про себя и там эмоционально реагируешь, а ты говоришь, я как элита ответственная за будущее, в том числе не только себя, но и всей нации, что должен сделать, чтобы вот это перемирие, оно действительно было бы долгосрочным. То есть ты имеешь в виду, что без шапкозакидательства, правильно, да? Без шапкозакидательства и смотреть в длинную, а не только в короткую. То есть нам надо сделать сегодня шаги, чтобы избежать гуманитарной катастрофы в Арцахе, территории, вот, которая осталась и регулируется российскими миротворцами. Нам надо сделать механизм взаимодействия, взаимоотношений между Арменией и Азербайджаном на той территории, которая сейчас освобождается, и на которой потом все равно будут процессы происходить, которые надо будет понимать, они будут очень непростыми в обе стороны. Надо обсуждать темы, действительно, открыть этих коридоров и транспортных, и экономических, которые возникают. Но это опять-таки большая часть плана, о котором ты говоришь. Но это и не просто план, это же не формальные там, цифры или какие-то Я там... понимаю, это стратегия. Это люди, стратегия. Это планы, это работа, это команда. Ты как часть элиты что готов делать, Рубен? Ну, то есть ты просто предлагаешь план и хочешь, чтобы кто-то его создал и реализовал? Или ты видишь свой фронт работы? Ну, Тина, во-первых, и ты знаешь прекрасно, и телезрители знают, что 20 лет мы занимаемся родим сценарии Армении. Ты имеешь в виду свой фонд? Наш фонд, который не один, там, с моими коллегами, друзьями из разных стран мира, мы делали проект под названием «Армения-2020», который начался в 2003 году. К сожалению, для меня, наверное, и для моих друзей, которые в этом году, раз мы должны были подвести итоги того, что получилось, что нет, но мы на этом фоне пандемии, на фоне войны, на фоне экономического кризиса будем подводить итоги непростого 20-летия, в котором были взлеты, падения и много чего. Но я считаю, что вот частно-государственное партнерство и ответственность элиты не только своими словами, не только помощью, но и в том числе действиями является очень важным элементом исправления этой ситуации. В этом смысле я, как если говорю, что эта модель правильная, тоже являюсь частью частно-государственного партнерства. Да, часть того, что я считаю, что вот эта модель, новый социальный контракт, который должен возникнуть между любой властью, кто бы ни был в Армении. И частным бизнесом. И даже не только бизнесом, потому что кроме бизнеса есть еще элита и научная, техническая, она тоже живет по миру всего. И в этом смысле между диаспорой и государством и народом, проживающим в Армении, должен быть новый социальный контракт. А в чем этот социальный контракт, Рубен, объясни? Раньше он был вот такой. Вот я на примере, что было очень просто. Армянское руководство говорило, мы победили в войне, мы получили независимость, мы управляем, как считаем нужным. Даже если там есть какая-то там коррупция, это не ваше дело. Не ваше дело. А народу говорим, мы вам обеспечим безопасность. И был такой социальный контракт. А вы, диаспора, имеете возможность нам советовать, помогать и заниматься благотворительностью. Мы вас очень будем рады видеть. И это был социальный контракт между властью, народом и диаспорой. И в этом контракте было достаточно честное правило, неформально проговорено. Они нарушились, и в 2016 году народ сказал, у нас этот контракт разрушен, потому что между властью и народом выяснилось, что безопасность не обеспечивается достаточно хорошо, и власть, обвиненная в коррупции, обвиненная, скажем так, в обогащении, которое оно производит, больше не гарантирует в рамках этого социального контракта безопасность и стабильность. Тогда вопрос. И произошла смена. Вопрос тогда: Никола Пашинян должен подать в отставку? Это сейчас второй этап. На втором этапе возникла другая модель, где было сказано, мы боремся с коррупцией, мы боремся с тем, что элита обогащала за счет народа и за счет, в том числе, непонимания важности того, что мы в военном находимся состоянии. В рамках этого социального контракта. Да. И мы сейчас будем строить честную и открытую Армению, в которой все граждане будут чувствовать себя... Новый социальный контракт. Да. То есть правительство Николы Пашиняна, мы боремся со всеми этими коррупционерами. Мы также договаривались с диаспорами, что вы можете нам советовать, вы можете приезжать, вы можете отдыхать, но дальше этого идти не надо. То есть это часть социального контракта. Осталась, да. У нас получилось, что часть этого поменялась, а часть осталась. Но более того... А что основное-то тогда И более того, можно еще очень важная вещь. Возникло эмоциональное ощущение
новой реальности, эмоциональное ощущение, что есть новая реальность в Армении, но при этом система управления, система неэффективного управления, система неинституционализации страны осталась. И в этом проблема вот этой уже второй войны, которая настоящей войны, которая произошла сейчас уже, что она показала не в том, что там, я не хочу давать оценки, должен или не должен уйти Никола уйти, потому что это право решать действительно принадлежит. То есть экономического чуда не должно было быть по определению? Потому что модель институционализации страны не изменилась. Все равно это было, да, мы живем честно и хорошо, но при этом профессионализация, оценка тех, кто работает, механизмов, изменения в систему управления не произошло. Так тогда объясни мне, Рубен, в чем же было это честно и хорошо? Ну, в том, что, например, большое количество людей почувствовало, что они могут, например, спокойно ходить по улицам и не бояться, что какие-то ребята на черных джипах могут рядом остановиться, там, побить их там, в ресторане или что-то такое. И вот это чувство незащищенности перед некоторыми сильными мира сего, оно возникло во времена Николы. Это надо признать. Второе, конечно, какая-то часть денег, которая уходила между пальцами бюджетными, они пошли на дороги, на какие-то социальные проекты. Но дороги, социальные проекты не меняют экономику страны, не меняют долгосрочную перспективу. Потому что не было плана. Ну, потому что, еще раз, есть ограничения, связанные с тем, что ты работаешь в рамках какого-то маленького социума и не вбирая в себя диаспоральные Ну, то есть ты решаешь тактические задачи, которые тебе дают эффект в моменте. Тогда вопрос, в чем должен быть новый социальный контракт? Потому что те, кто нас внимательно слушают, обратили внимание, одна, в том числе из главных проблем Армении, была в том, что предыдущая власть, что власть Никола Пашиняна, она сохраняла идеологему социального контракта, о котором ты говоришь, где по большому счету никто не мог, скажем так, корректировать эту власть, потому что она и была абсолютна. А так как она абсолютно, но при этом некомпетентна, ну, если она не может как бы, да, там, придумать стратегический план Армении, то, соответственно, каждый раз она натыкается на одни и те же грабли. Этот социальный контракт не работает. Если я сейчас в чем-то не права, я тебя неправильно поняла, поправь меня. Ты правильно услышала. Изменение контракта очень простое. От благотворительности и помощи к развитию и инвестициям. То есть и от советников к партнерству. То есть диаспора должна принимать непосредственное участие. Диаспора должна стать полноценным партнером, и модель интеграции диаспоры в будущее Армении как страны является важнейшим вызовом решения тех проблем, которые сейчас стоят перед Арменией. И это непростой механизм, он не так однозначно легко решается, но без решения того, что диаспора должна не просто быть обласкана или там награждена какими-то там наградами, за что-то делает, а именно почувствовать себя полноценным и ответственным, не только... То есть диаспора — это не Клара Цеханасян? Это, да, это на самом деле диаспора — это не только приехать, сказать, как я люблю видеть гору Арарат, которая находится за пределами Армении, сплакнуть, отдать там несколько десятков там, или сотни тысяч долларов на какие-то добрые дела и уехать с чувством выполненного долга. Ты готов это объяснить диаспоре? Ну, мы это делаем и делали с первого дня. Мы всегда говорили, что, например, наши все проекты были, большая часть неблаготворительные. Мы всегда говорили, что мы делаем проекты с социальным импактом. Да? То есть проекты, которые давали эффект не просто изменения каких-то там, решения каких-то проблем людей на земле, а в том, что мы делали проекты, которые должны были менять страну. И в этом смысле мы всегда, все 17 лет... То есть у проектов должно было быть экономическое обоснование? И социальная, экономическая измеряемость, они должны были быть сами устойчивы, они должны были давать возможность изменяться не только, то есть не только улучшать какую-то проблему, но еще менять вокруг себя среду, вокруг себя создавать некоторый новый кластер. Только за счет того, что могли становиться прибыльными, потому что дотационные проекты всегда заканчиваются. Это правда, хотя есть проекты, которые могут иметь эндаумент фонд, которые финансируют. Но это опять должны быть разумно продуманные механизмы, которые измеряют в том числе, зачем ты это делаешь и что ты хочешь получить. Так с Никола Пашиняном этот социальный контракт новый, он возможен, как ты считаешь? Я думаю, что кто бы ни был у власти в Армении, в связи с тем, что мы говорим о таких цифрах, которых нету в Армении и нету в армянском мире, у него просто нету, или у нее, может быть, это будет женщина на самом деле, такая тоже, я надеюсь, в Армении это может быть возможно, должен быть этот контракт, потому что по-другому привлечь такие деньги, реально их правильно использовать и правильно направить на то, что надо изменить, просто невозможно. Поэтому это не вопрос, кто лучше, кто хуже. Это не вопрос, что это сочетание двух сторон должны вместе дать вот эту возможность, что армяне, проживающие в Армении, вместе с диаспорой должны, объединившись, реально сделать так, чтобы
в мире мы стали интересными, и с тем, чтобы привлечь сюда инвестиции, не только армянские, не столько армянские, а мировые, сделать так, чтобы этот проект стал бы действительно уникальным, как пример для других стран и для других народов. Мы с тобой про это много говорили, потому что в рамках того проекта, о котором ты говорил, «Армении будущего», я была на нескольких слушаниях, и мне очень нравилось то, как ты представлял вот эту Армению будущего, очень четко прорабатывая каждую зону. И когда-то мне сказав, собственно говоря, практически перефразируя анекдот, почему так много в мире армян, но в самой Армении их живет там 3 миллиона, да? Ну, до 3 миллионов. Вот, да. на что как бы армяне ответили, что потому что это просто офис. Вот, и ты долго мне объяснял, почему этот офис должен превратиться в полноценную страну для жизни. Так вот, на этом фоне, Рубен, я не просто придираюсь или там пытаюсь из себя вырвать эти слова. Сегодня весь интернет обсуждает, и вся общественность, для которой судьба Карабаха не безразлична, обсуждает фигуру Никола Пашиняна. И мы с тобой, когда записывали передачу, даже не зная, что будет через неделю, я тебе тогда сказала, меня очень пугают случайные президенты, это мои слова, не твои слова, потому что у случайных президентов никогда нет плана. И они как бы, да, там, как и с Михаилом Саакашвили, как и с Николой Пашиняном, становятся триггерами к развалу собственных стран. И это уже не первый случай на территории постсоветского пространства. Поправь меня, если я в чем-то ошибаюсь. И как ты считаешь, справился он с тем вызовом, который он сам отчасти сформировал, и что ему делать дальше? Ты, конечно, используешься тем, что у нас прямой эфир, и задаешь такие вопросы, как бы, чтобы договаривались, очень жесткие и прямые. Я постараюсь тебе ответить очень тоже прямо, не лукавить. Первое, нам надо всем понять, что развал Советского Союза привел к очень серьезному вызову, на который, к сожалению, после 30 лет не только Армения, но и большинство стран постсоветского пространства, сейчас не хочу говорить, что все практически, не смогли ответить. Это называется failed state, когда ты имеешь все атрибуты государственности, но при этом это неполноценное государство с точки зрения многих элементов институционального функционирования. Поэтому это не столько проблема отдельных личностей, которых ты нам называл, можно других назвать фамилии в других республиках бывшего Советского Союза. Поэтому проблема номер один, в принципе, по советском пространстве, к сожалению, институциональная память была очень короткой у большинства стран постсоветского пространства, и создание государства оказалось очень сложным. Вторая проблема, что осознание того, что надо сделать, и понимание тех вызовов, которые тебя ставят, когда ты находишься в одном информационном пространстве. Я это увидел на самом деле вот в этом конфликте. Я был 8 дней, 4 раза в Степанакерте, я был 12 дней в Ереване, я был 15-16 дней в Москве. Вот, и я летал туда-обратно. И так я понял, насколько ты быстро, у тебя зашариваются глаза, ты не понимаешь, что... Когда я был в Степанакерте, мы жили в подвале, да, и потом ты приезжаешь в Ереван, где идет нормальная жизнь, а потом ты приезжаешь в Москву, где проблема Армении находится на 38-м месте, то ты понимаешь, что вот это осознание того, что надо делать, какие есть приоритеты, это просто один из очень таких серьезных вызовов. Поэтому вторая проблема в том, что находясь вот в текучке того, что называется Армения, это было не просто решать эти вопросы. Третье, конечно, каждый из нас несет в себе определенные знания, опыт и умение делать что-то. И, конечно, когда ты приходишь во власть, это все-таки, есть, конечно, знаменитая фраза Ленина, что любая кухарка может управлять государством, да, но мы все-таки видим, что это тоже управленческий очень серьезный вызов. Управление страной – это не управление компанией, например. Управление страной – это не просто ты пришел и начал давать распоряжение, и все пошло. Это требует… И это не популизм. К сожалению, это не только это не популизм, это не насколько так не решается просто. Другой вопрос, как это готовится, кем готовится, когда готовятся люди, как они, насколько вообще выстраивается культура там, китайской бюрократии или, например, там, вот, преемственности. Мы можем говорить, мне кажется, сказки Шварца все давно детям было рассказано, что не надо свергать драконов для того, чтобы самому потом стать драконом. Это одна из проблем. Только тебе кажется, ты критикуешь очень хорошо власть, потому что видишь, как все неправильно, потом ты становишься во власти, получаешь другой объем информации, понимаешь, и начинаешь действовать абсолютно точно так же, как… Ты становишься сам этой властью. Да, сам властью, становишься драконом, который ты сам же пытался убить. Это страшная сказка, она действительно относится ко всем людям, которые это… Ну так справился? Ну давайте это посмотрим еще время. Я думаю, что много вызовов. Я думаю, что для него это шоково. Я никому не желаю того, что сейчас произошло с ним, потому что, еще раз, прийти на волне такой популярности и таких ожиданий, и сейчас иметь ситуацию, такую, которая произошла, и в том числе
эмоционально это очень непросто, но это в том числе и ответственность. Ты должен готов быть к тому, что ты на каком-то этапе, к сожалению, вынужден нести весь крест того, что ты не просто руководитель, а руководитель страны, в которой есть этапы, которые очень неприятные, которые надо пройти, не осознавая, что ты несешь ответственность за всю страну. И быть готовым нести ее не только персонально, но и институционально, понимать, что нужно сделать, чтобы дальше продолжалось после тебя эта страна существовала. Потому что мне это очень важная тоже вещь. Это ответственность тех, кто приходит к власти, с тем, чтобы и после тебя осталось бы не просто выжженное поле, или не осталось бы там непонятно что, осталась бы страна, которая могла бы дальше жить без тебя. Потому что ощущение, что ты мессия, и только ты можешь спасти страну, и без тебя это все рушится. Такой отец нации, мы знаем вот другого нашего героя постсоветского пространства, который считает, что вот он такой отец, а все остальные овцы. Вот это тоже очень опасная модель, которая, к сожалению, очень часто... Ты про Саакашвили? Нет, я про Лукашенко, который у нас считает себя отцом белорусского народа, а все остальные его овцы. И он это говорит публично, он в это верит искренне. И в этом материалистической модели он пытается и жить, и существовать. Но вот это вопрос, который ко всем стоит. Он стоит очень остро перед всеми. Ну тогда какое будущее, на твой взгляд, у Ильхама Алиева? Ну давайте я не буду корректно говорить про будущее Ильхама Алиева мне, как россиянин с армянскими корнями. Я надеюсь, что у него будет все хорошо. Я не думаю, что ему долго удастся быть там слугой двух господ и работать между там различными механизмами, которые ему сейчас непростые будут ситуации между Турцией и Россией. Но это вызов, который ему стоит, и даже не хочу это обсуждать сейчас. Скажи мне, пожалуйста, как ты считаешь, а вот России нужно препятствовать давлению и влиянию Турции на этот регион? И в том числе еще и отдельно на Азербайджан, потому что если ты считаешь, ты не хочешь говорить о будущем Ильхама Алиева, но очевидно, что будущее Ильхама Алиева сегодня во многом зависит от той роли, которую он займет относительно Турции. Мне кажется, больше вопрос стоит все-таки согласиться и Ильхам Алиев, и кто будет в руководстве Азербайджана, и руководство Армении на модель, что вот это то, о чем мы говорили, чтобы это вот будет пространство, которое будет между собой интегрироваться и становиться больше в сфере евразийского пространства, европейского сообщества, или все-таки это будет идти в сторону разделения? От кого это зависит? В том числе от руководителей республик, и в том числе от действий и Турции, и России. Но вопрос, это европейские интеграционные процессы, и ты пытаешься все-таки видеть Грузию, Армению, Азербайджан, Россию и все пространство, связанное с евразийским, больше вместе с европейским сообществом. Или ты видишь это разделение на панисламизм или пантюркизм? То есть или Турция влияет на весь этот регион, или Россия ограничивает Турцию? И Россия интегрирует это пространство, в том числе в общее большое пространство. Потому что еще раз, очевидно, и 21 век еще раз показал, что неважно, в каком веке мы живем, интеграционные процессы, не просто стирание границ, а интеграционные процессы и укрупнение внутренних рынков сбыта, возможность передвижения и людей, и капиталов делают необходимым вот такие интеграционные процессы. И вопрос, в каком пространстве ты существуешь, конечно, то есть мы можем представить, например, в каком-то будущем, разные есть варианты, что все Закавказье может стать, если Россия не ограничит это движение, условно говоря, частью экономической зоны Турции. Если Россия не найдет правильных механизмов, рычагов взаимодействия с Азербайджаном и Грузией, то однозначно да. Я думаю, что Армения никогда не станет этой частью. У нас есть угрозы в Грузии, мы знаем, что тоже это не секрет, какое количество мечетей открывалось в последнее время в Грузии, какое количество турецких инвестиций, азербайджанских инвестиций в Грузии. И это вопрос серьезный, в том числе, что будет происходить в Грузии с точки зрения интеграции, какое пространство европейское, турецкое или российское будет. Но у Азербайджана точно этот вызов очень серьезный, хотя я думаю, что для Ирана это тоже будет непростая ситуация. Поэтому да, это вызов, который стоит для России, и Россия должна понять, что она, если оставит это все на самотек, или будет надеяться, что только вопрос за счет там... То Турция победит. Да, вопрос, кто победит, потому что я должен сказать тоже, это победа. Ведь мы же с вами с тобой понимаем все, что история здесь такая длинная. Вот не все знают, что, например, китайская экономика до 1820 года вместе с Индией обеспечивала всю историю человечества 50% ВВП мирового. Я так далеко, Рубен, даже не думаю. Я понимаю, я все это думаю, что 200 лет
Это ничего. Ничего. А давай вот просто на более короткий промежуток времени. Я все интервью не задавала личных вопросов. Последний вопрос хочу задать личным. Для всех евреев в мире нет вопроса, где быть похороненными? Иерусалим. Для нас, граждан России с кавказскими корнями, этот вопрос всегда открыт. Я хочу узнать у тебя, что ты написал у себя в завещании. Уверена, что оно у тебя уже есть. Вот ты хитро используешь то, что мы с тобой это обсуждали, Тина. Сергей, очень личностный вопрос. У нас такое было интервью сегодня больше обо всем. Я про то, что давай закончим на оптимизме, не на смерти, а на жизни. Да? Ну, через 1000 лет. Давай будем жить долго, как можно дольше и еще дольше, но тем не менее, что у тебя написано в завещании? То, что у меня написано в завещании, связано с тем, что я действительно для себя когда-то определил, что для меня моя родина является очень важным элементом моей самоидентификации. И для меня ощущение того, что я готов ради этого ощущения отдать все, в том числе там, свою жизнь, это очень важно было принятие решения. И с точки зрения смерти, это же мы как христиане понимаем, что смерть это просто переходное состояние. Я совершенно спокойно смотрю на то, что вот в этом процессе главное не вопрос, где ты будешь физически похоронен, а как тебя будут помнить. И как тебя будут помнить определяется двумя вещами: твоими детьми и твоими делами. И я вот хочу сказать, как человек, который когда-то в Тбилиси попал в очень непростую ситуацию, будучи солдатом армии советской. И не буду давать подробности, уже времени уже мало. И это был 87-й год. Мой дед умер в 72-м году. И вот я попал в ситуацию, где были люди, которые вдруг спросили: а ты кто вообще? Каким образом ты оказался? Потому что я проездом был. Я сказал, что у меня есть корни тбилисские. И они сказали: ты внук вот этого человека? Я сказал: да. Они сказали: мы так уважали твоего деда, что даже вопросов нет, что мы там, этот вопрос решится в твою пользу. Я подумал, знаешь, какой же у меня был дед, что прошло 18 там, сколько лет, и его память о нем, я получил возможность дальше, там, условно говоря, двигаться. Я хочу вот об этом сказать, что не важно не как ты будешь похоронен, а как тебя будут помнить люди, и не в момент смерти, не в момент похорон, а после, там, 10, 20, 30 лет спустя. Рубен Варданян в программе «Специальный гость» на RTVI. Рубен, спасибо тебе большое. Спасибо, Тин. Да. Непростой разговор был. Все.